Привет, это майор в отставке. Сегодня поговорим на очень важную тему. Многие задаются вопросом, остались ли в системе МВД порядочные, нормальные, адекватные сотрудники. Этот вопрос мне задают постоянно, и я сегодня дам на него честный ответ без прикрас и всякого там тумана. Ставьте лайк и погнали. Ответ на этот вопрос непростой, и он не сводится только к конкретному «да» или «нет». Когда я служил в МВД, например, почти все мои коллеги критически относились к действующей власти. Большинство критиковало именно верхушку, обвиняя в низком уровне жизни простых людей. А когда, например, в город приезжал Путин или Медведев, в коридорах управления начиналась настоящая ругань и раздражение. Можно было услышать возгласы вроде «чертов медвепут едет». Ну а уже после 2014 года приезд персоны номер один нередко сопровождался кулуарными выкриками его второго имени на букву «Х». Разумеется, визиты означали сверхурочную работу, связанную с охраной кустов и канав, вдоль которых должен был проехать кортеж, бесконечные проверки, перекрытые улицы и прочую ненужную чушь. Но самое главное, тогда всем становилось ясно, в город прибывает не лидер страны, а трусливый чиновник, смертельно боящийся собственного народа. Были среди нас и те, кто прямо поддерживал оппозицию и не скрывал своих взглядов в кулуарах, в том числе, как и я, например, поддерживали и Алексея Навального. Многие из таких ребят были действительно настоящими профессионалами, служили именно народу и закону, но точно не системе. Вы, возможно, не поверите, но были времена, когда в кабинетах можно было почти без страха открыто спорить и высказывать свое мнение на политические темы, говорить положительные слова про оппозицию и критиковать руководство страны. И при этом никто на тебя не доносил. Сейчас, наверное, такое на грани фантастики. Вы, наверное, спросите, и многие действительно меня спрашивают, как это возможно? Ведь если ты работаешь в этой системе, значит, ты автоматически работаешь якобы на власть, на чертов путинский режим. Но нет, друзья, все зависит исключительно от того, как ты сам относишься к своей работе и как позиционируешь себя. Во-первых, ты изначально приносишь присягу не власти, а своему народу и закону. Во-вторых, задайтесь вопросом, а кто тогда будет ловить настоящих преступников, грабителей, маньяков, убийц и так далее, если в эту систему нормальные и честные люди не пойдут, останутся одни лишь тупые чертовы зомби с промытыми пропагандой мозгами и оружием в руках. Ведь преступления сами себя не раскроют. Однако в 2021-2022 годах произошла масштабная зачистка в рядах МВД. К тому времени я уже там не работал. Сотрудников увольняли за поддержку Навального, сочувствие оппозиции или даже просто за лайки под их постами в социальных сетях. На моем канале, кстати, есть отдельный видеоролик по этой теме. Ссылка будет в описании, можете переходить и смотреть его. По моим данным и информации от BBC, тогда ФСБ составляли списки так называемых неблагонадежных сотрудников и передавали их в регионы для последующего их увольнения. Несколько моих знакомых и бывших коллег попали как раз под эту раздачу. Их уволили. В итоге эти действия стали частью широкой кампании по подавлению инакомыслия внутри всех силовых структур в России. И как стало ясно, эти чистки были произведены ровно перед самым началом вторжения в Украину. Ну а что на данный момент? На данный момент мне известно, что одной лишь зачисткой перед началом войны, конечно, власть не ограничилась. Репрессии идут полным ходом, охота на ведьм продолжается и, кажется, останавливаться она не собирается. Сотрудников МВД по-прежнему проверяют на неблагонадежность, сочувствие оппозиции и другие тяжкие преступления против власти. Например, до меня дошла информация, что ныне действующим сотрудникам под страхом уголовного преследования, чуть ли не до госизмены, а то и вообще, может быть, до расстрела на месте, запретили любые попытки связаться со мной. Более того, если раньше на детекторе лжи при устройстве в органы спрашивали о вредных привычках и коррупции, то теперь в обязательном порядке проверяют на экстремизм. Иными словами, на лояльность великому кремлевскому кормчему, а заодно на отсутствие симпатии к оппозиции, которую
доблестно, назовем ее так, ФСБ уже официально давно возвела в статус экстремистской организации. Вот она, черт возьми, настоящая борьба с преступностью, не иначе. Но несмотря на все репрессии и чистки, я точно знаю, что порядочные сотрудники в системе все еще остались. Система пока еще не от всех избавилась. Да, они не могут открыто выражать свое мнение, это почти смертельно опасно, система не терпит инакомыслия в своих рядах. Но они продолжают тихо и честно выполнять свою работу. И самое главное, они искренне ждут того момента, когда нынешняя власть наконец-то рухнет или когда наступит ситуация, позволяющая им лично внести вклад в ее смену. Возможно, именно эти люди станут той опорой, на которой будет держаться новая нормальная правоохранительная система в России. Их сегодня немного, но они есть. Возможно, один из таких сотрудников прямо сейчас смотрит это видео. Ему я скажу так. Я прекрасно понимаю, как непросто быть другим в этой системе. Не торопись, береги себя и жди подходящего момента. Поверь, наступит момент, когда в нужное время твоя помощь и твоя смелость станут просто бесценными. Я не буду углубляться в то, как таким сотрудникам удалось до настоящего времени остаться в этой системе, чтобы не давать подсказки властям. Таких действительно сейчас, на мой взгляд, буквально единицы. Но я скажу вам важную вещь. Даже к лояльным власти сотрудникам со временем нахождения в этой системе приходит понимание, что сама система приносит больше вреда, чем пользы, и что царь на самом деле не настоящий. Вы спросите, почему эти порядочные сотрудники не уходят и не бросают систему? Причины разные. Чувство долга перед людьми, необходимость обеспечивать семью, но самое главное – это надежда на перемены и вера в то, что ты работаешь не на власть, а на граждан. Да, действительно, там тоже есть те, кто сильно верит в эти перемены и ждет их ровно так же, как и вы, обычные люди. Вспомните слова Навального и других оппозиционеров, кому довелось общаться с такими сотрудниками по другую сторону решетки. Полицейские. Принято считать, что все они за действующую власть. А оппозиции, и мне в частности, им нечего предложить в своей программе. Но это на 100% не так. Я прекрасно понимаю, что все вы очень разные. Некоторые сочувствуют оппозиции. Сколько раз сотрудники полиции, надевая мне наручники, возмущались несправедливым решением суда. Присяга сотрудника МВД подчеркивает, что истинная лояльность должна быть направлена на защиту закона и прав граждан, а не на обслуживание политических интересов властей. Поэтому, если ты, сотрудник МВД, пришел в эту систему именно с такими убеждениями, оставайся верным присяге. Лови настоящих преступников, которые причиняют реальный ущерб твоим землякам, соседям, близким, твоей семье. Не тех, кто просто выражает несогласие с действующей властью, потому что сама власть, она и есть самая опасная преступная группировка в стране. И бороться с ней должны не только те, кто вне системы, но и те, кто находится внутри нее, то есть ты. Если ты сотрудник МВД или какой-то другой силовой системы и смотришь это видео, значит, ты как минимум сомневаешься. Ты видишь изъяны и несправедливость изнутри системы. Ты осознаешь, что эта власть совершает преступления и что это все нужно менять. И поверь, ты не одинок. Таких, как ты, пусть немного, но они есть. Я знаю, что ты хочешь помочь тем, кого преследуют из-за несогласия с властью, но боишься и не знаешь, как это сделать. Вот простой способ. Это просто пример, ты можешь импровизировать и что-то придумать свое. Главное, не выдай себя понапрасну. Если тебе, например, станет известно, что кого-то собираются задержать по политическим мотивам, например, из-за критики власти или если он против войны, прийти к нему с обыском или взять в разработку, просто предупреди его. Это можно сделать безопасно, используя анонимный аккаунт в безопасном мессенджере, на крайний случай секретный чат в Telegram с автоудалением сообщений. Не забудь включить VPN, это очень важно. Сообщи об этом либо ему самому, либо его адвокату, либо в правозащитную организацию. Так ты совершишь по-настоящему доброе и правильное дело. Мне известны случаи, когда сотрудники полиции предупреждали активиста о готовящемся задержании. А еще, например, недавно один инженер, не сотрудник МВД, конечно, но человек, участвовавший в сборке российских дронов, спрятал в изделии в дроне записку, предупредив украинцев о новых возможностях этой техники. И
Его поступок, возможно, спас или спасет чьи-то жизни, так же, как и твое предупреждение способно спасти чью-то судьбу, чью-то жизнь. Не бойся вести борьбу и будь на стороне добра. Ты давал присягу не военным преступникам и коррупционерам, сидящим в Кремле, а людям, которые живут вокруг тебя и заслуживают такой же свободной жизни, ровно так же, как и ты сам. И твой поступок тебе обязательно зачтется. Оставайся на стороне добра до конца. У меня на сегодня все. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев. Я бывший оперативник, майор полиции в отставке из Ярославской области. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы. И обязательно ждите новых интересных и полезных видео. Ну а для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.